Я очень люблю хорроры. Так сложилось, что они стали неотъемлемой частью моих интересов еще с раннего детства. Меня никогда не пытались оградить от какого-то зрелища на экране, если, конечно, там не происходило что-то совсем аморальное. И, наверное, поэтому теперь у меня что-то вроде иммунитета к разного рода ужастикам. То есть мне не страшно играть или смотреть, но чертовски интересно, в погоне за этим ощущением, когда учащается пульс, сердцебиение и дыхание. Но со временем я уже почти забыл, что это за чувство – испугаться того, что на экране. Чтобы вы понимали, одной из моих первых игр для Sega, еще лет в 5, была Splatterhouse 3, с ее мрачной музыкой и реально страшными сценами. Любимым фильмом детства был «Кошмар на улице Вязов 3». Даже книги, что читал, почти все были какими-то мистическими. Чем старше я становился, тем страшнее и страшнее были вещи, которые меня интересовали. И в какой-то момент я просто понял, что мне нравится это чувство. Нравится бояться, ощущать безысходность, при этом физически оставаясь в безопасности. Все просто, за исключением того, что проектов, способных по-настоящему напугать, существует слишком мало. Но, к счастью, есть одна франшиза, которая действительно меня пугала. Пусть безвкусно, дешево и банально, но факт есть факт. Местами я орал и хотел бросить все это. И в то же время другая сторона этой франшизы вызвала у меня отвращение к играм, подобным ей. Сейчас я расскажу о том, как в моих глазах взлетела, а после упала с оглушительным грохотом серия игр Outlast. Little pig. В 2013 году свет увидел Outlast, дебютный проект от молодой независимой студии Red Barrels, в которой на тот момент работали всего 12 человек. Среди них были как малоопытные новички, так и люди, работавшие над такими проектами, как «Принц Персии. Забытые пески», «Splinter Cell Conviction» или «Assassin's Creed». Более конкретно, основатели студии – это 3 человека, работавших в свое время на EA Montreal и Ubisoft Montreal. Там же, в Монреале, в Канаде, они решили основать собственную независимую студию. У каждого из них были разные причины покинуть прежние места работы, но, как выяснилось, цель была общей – создание оригинальной интеллектуальной собственности. Или, говоря по-простому, они хотели делать свои игры по своим правилам и, конечно, управлять этим процессом. Первый Outlast был анонсирован летом 2012 года. На тот момент студия Red Barrels имела совсем небольшое финансирование от фонда Canada Media в размере всего 300 тысяч канадских долларов. Позже фонд добил бюджет до миллиона, сотрудники вложили свои сбережения, взяли кредиты, и в общем счете бюджет Outlast составил 1 миллион 360 тысяч канадских долларов. Инвесторы вообще не хотели вкладываться в молодую студию. Кто-то даже ответил, что лучше вложить по 50 тысяч долларов в 10 мобильных игр, чем 500 тысяч в одну, в успехе которой никто не мог быть уверен. Вот если бы они тогда знали, что за 5 лет инди-студия продаст 15 миллионов копий игр, то, конечно, говорили бы по-другому. Но инвесторов тоже нельзя судить, ведь никто не хочет рисковать. Никто, кроме сотрудников самой студии, что очевидно. Ведь на момент выхода игры в 2013 году их банковские счета были почти пустыми. Они 1,5 года работали, не получая зарплаты, а наоборот перебивались подработками и вкладывали свои личные деньги в проект. К счастью, этот энтузиазм не был напрасным, как мы знаем теперь. Outlast вышел как раз в то время, когда на подобные проекты был спрос, и это нельзя отрицать.
Других игр, способных заставить игрока кричать, в том году так и не вышло. Хорроры, конечно, были. Amnesia, System Shock 2, были игры, сочетающие в себе хоррор, тот же Dead Space 3. Вышли даже Resident Evil 6 и Revelations. Но в первом случае, например, это скорее конкурент шутерам, а во втором это уже был порт прошлогодней игры. В то же время по экранам уже прошлись такие фильмы, как «Искатели могил», который имеет немало общего с Outlast, как минимум место действия, псевдожурналистику и съемку с помощью камеры ночного видения. Кстати, фильм сняли тоже канадцы. Плюс все еще была на слуху франшиза «Паранормальное явление» со своими сиквелами, приквелами и спин-оффами. Вообще, к тому времени вышло немало подобных фильмов ужасов, снятых в стиле мокюментари. И, конечно, аудитория таких фильмов — это подростки либо молодые люди, которые пришли за эмоциями, чтобы, прямо говоря, проораться от скримеров. Outlast, как идея, предлагает то же самое, но с гораздо большим уровнем погружения, чем фильмы, ведь играя, мы можем влиять на происходящее и, соответственно, сталкиваемся с последствиями. Не наших решений, но как будто поступков. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Еще хочу отметить, что у игры не было какой-то масштабной маркетинговой кампании. Red Barrels привезли трейлер и демку на пару выставок на E3, а на полноценную рекламу у них просто не было денег. Но, как выяснилось, показать Outlast было достаточно. Дальше проект стали разносить по просторам интернета журналисты. После выхода игру очень хорошо приняли. Наша игромания, например, отдала ей звание ужасов года. И это неудивительно на фоне тех хорроров, которые выходили в том году, о чем я говорил выше. Но успех Outlast — это не отсутствие конкурентов, хотя отчасти и это тоже. Общественность знала, что это проект от независимой студии, у него нет большого бюджета, но он работает. Стримеры орут и льют слезы от страха, блогеры обсуждают сюжеты персонажей, а Outlast пугает. И мало кому важно, как он это делает. А на множество недостатков большинство просто закрывают глаза по разным причинам. Проект первый, студия молодая, игра стоит недорого и, как я сказал выше, главное работает, пугает. И зная, что авторы пошли ва-банк и поставили на эту игру все, что у них было и не было, я тоже отношусь к ней предвзято, то есть положительно. Но тем не менее в ней есть как хорошее, так и плохое. Как для многих, так и для меня лично. Ведь не просто так я начал эту историю с рассказа о своем восприятии хорроров. Сейчас мы перейдем к сюжету и геймплею, а я постараюсь донести, что конкретно считаю хорошим в Outlast, а что откровенной халтурой, которой даже бюджетность не оправдание. Все начинается с того, что главный герой, журналист Майлз Апшер, получает электронное письмо, в котором сотрудник компании Мерков, местной корпорации зла, сливает информацию про эксперименты и ужасы, творящиеся в клинике Маунт Мэссив. Автор письма подчеркивает, что является давним поклонником Майлза. Это письмо по факту точка А, откуда берет начало основной сюжет. И я, как и многие, считаю, что здесь сценарий лажает прямо вот с корабля на бал. Во-первых, мы не знаем и никогда не узнаем, почему автор этого письма является поклонником Майлза. Есть информация о том, что он когда-то опубликовал какие-то материалы из Афганистана, но на этом все. Зато игра преподносит его нам как репортера, который не боится расследовать самые мрачные секреты и отправляется туда, куда никто не рискнет. Окей, ладно. Но если во вселенной Outlast Майлз действительно невероятно смелый и самоотверженный журналист, у него даже есть поклонники, значит парень он серьезный. Но тем не менее решается ехать черт знает куда из-за письма от черт знает кого. Здесь вопрос именно к сценарию. Они не поленились описать Майлза смелым, но не смогли дать ему реальный мотив отправиться в Маунт Мэссив. То есть достаточно было написать, что с тех пор, как его уволили, он, например, гонится за сенсацией, у него нет работы, никуда не берут из-за прошлого слива и вот это все. Одной строчкой они могли дать персонажу мотив и одновременно создать ему бэкграунд из отчаяния. Но по факту буквально сразу они сеют сомнения о том, что сюжет здесь важен, а не присутствует для галочки. К сюжету еще вернемся, но в целом первые впечатления более чем хорошие. То, как выглядит клиника на фоне заката, этот зловещий пейзаж, если так можно сказать, сразу задает настроение всему процессу.
Конечно, можно задаться вопросами о том, что, очевидно, туда не нужно ходить. Стоят броневики, кругом темнота, нет охраны и так далее. Но я просто игрок, такой же, как и все, а не счетчик игровых грехов. И понимаю, что реализм здесь не надо. Если вкратце, то это история о том, как журналист приехал провести расследование в психиатрической клинике. Но почти сразу он сам становится жертвой страшных событий. Ведь за ним гоняются толпы рядовых психов, 4 особо опасных и даже нечто бестелесное, напоминающее призрака. Уже в первые минуты Майлз понимает, что надо бы валить из этого места. Вот только теперь сделать это не так просто. И фактически вся история Outlast строится на том, как главный герой пытается выбраться из Маунт Мэссив. Но, конечно, по мере приближения к спасению, его то и дело отбрасывает еще дальше. А между делом, герой открывает для себя события, произошедшие в клинике ранее. Для начала хочу отметить, что сама атмосфера и антураж игры, на мой взгляд, по-настоящему мрачная. Мы не так часто бываем в одиночестве, далеко не каждый встречный пытается навредить персонажу, но от этого еще неприятнее. Эти тела, не могу сказать иначе, скитаются по клинике, поедают и насилуют трупы. Конечно, глядя на это, понимаешь, что со временем Майлз станет таким же, если не выберется отсюда. Может быть, его убьют, сожрут печень и язык или отрежут голову, чтобы насиловать. Ага, голову, в основном. И ведь все вышесказанное не мои мысли. Это то, что звучало или показывалось в игре. Конечно, не могу не отметить особо опасных психопатов, которых упомянул выше. Первый, кого мы встретим, это Крис Уокер, тот самый здоровяк, который вначале бросает Майлза с высоты, а в дальнейшем преследует на протяжении почти всей игры. В отличие от главного героя, у него есть более или менее полноценный бэкграунд. Уокер был ветераном войны в Афганистане. После возвращения в США он проходил лечение в клинике Спиндлтоп, также принадлежавшей Мерков, но в любом случае лечение оказалось неэффективно. Как настоящий психопат, для всех Уокер был вежливым и добродушным, но на самом деле жаждал крови. Да так, что в итоге поубивал часть пациентов и персонал клиники, где после лечения даже работал охранником. Уже после сотрудники Мерков доставили его в Маунт Мэссив, где над Уокером проводили эксперименты, в результате которых 32-летний мужчина, и без того больной на голову, съехал в конец, начал уродовать себя и свое лицо. Мы встречаем его уже лишенным человеческого облика, и уж тем более рассудка. Но фактически он просто жестокий амбал, а есть персонаж куда страшнее. Ричард Трагер, звезда той сцены, которую помнят все, кто играл в Outlast, а конкретно ампутации пальцев главного героя, если это вообще можно назвать ампутацией. До событий первой части Трагер был сотрудником Мерков, причем главой отдела по развитию бизнеса. В качестве пациента Маунт Мэссив, а точнее подопытного, он оказался, когда напал на сотрудницу отдела по смягчению последствий. Если короче, то Трагер был наркоманом и насильником. На него поступила жалоба, и вместо сотрудничества он попытался вырубить вышеупомянутую сотрудницу. Безуспешно, из-за чего и стал таким же подопытным, как Уокер. Только в данном случае Трагер сам по себе, без Афганистана и до экспериментов, уже был жестоким человеком. А в Outlast мы видим его внешне таким, какой он по идее внутри, уродливым. Еще пара запоминающихся персонажей — это так называемые близнецы. До начала событий они были пациентами Маунт Мэссив, как и остальные, но от большинства их отличает поведение. Близнецы не поддаются истерикам, а вместо этого монотонно и с омерзительной ноткой аристократизма обсуждают, например, кому из них какая часть Майлза достанется, чтобы сожрать. Они чем-то даже напоминают Ганнибала Лектора. Они ходят по клинике абсолютно голые, также опасны для Майлза, но при этом являются последователями отца Мартина, одного из двух персонажей-союзников в игре. Именно по его приказу они не нападают на героя в некоторые моменты, хотя это не мешает им пугать его и, что мне очень понравилось, издеваться. Собственно, сам отец Мартин тоже был пациентом этой клиники, одним из тех, на кого лечение повлияло положительно. Уже после того, как камеры и палаты оказались открыты и психопаты вырвались на свободу, Мартин объявил себя отцом-священником новой религии и призывал поклоняться Волрайдеру как божеству. На что как раз и повелись близнецы. В будущем мы узнаем, что Мартин шел на поправку только потому, что ему позволяли рисовать пальцем, какая-то особая терапия.
Кстати, именно он расписал часть стен в Маунт Мэссив, но пока в оригинальной Outlast он верит, что Майлз – апостол. А к финалу просит его заснять ритуал самосожжения, полагая, что таким образом он воссоединится с Волрайдером. Часть этих историй можно узнать в записках в самой игре, но большая часть описана в комиксе под названием «Доклад Мерков», где как раз и рассказывается о работе отдела по смягчению последствий деятельности Мерков. Но так или иначе, даже без комикса, персонажи получились пугающими и колоритными. Чтобы вы понимали, я очень сильно сократил биографии этих психопатов, ведь у Уокера и Траггера, например, довольно масштабный бэкграунд на самом деле. Но это сейчас, после того, как игра вышла и стала успешной, но изначально, без комикса, мы бы ни за что не узнали о том, как и почему эти персонажи стали такими. Хочу подчеркнуть, что главный герой так и остался неудел. Его биография ограничивается тем, что известно из игр. В ходе своего вынужденного расследования Майлз выясняет, что еще в 40-х годах, после Второй мировой войны, клиника Маунт Мэссив стала местом проведения операций под названием «Скрепка». Для операции вербовали ученых из Третьего Рейха, и если коротко, до конца 60-х они работали под прикрытием психиатрической клиники. В 1967 году произошел инцидент, из-за которого погибли 3 ученых, и спустя несколько лет принимается решение закрыть Маунт Мэссив и остановить всю деятельность. А в начале 70-х директор ЦРУ приказывает уничтожить все документы, связанные с исследованиями. Проще говоря, тогда в Маунт Мэссив проводились эксперименты по манипулированию сознанием людей. И тут сценарий пытается в реализм, ведь такие эксперименты действительно проводились в 50-х, и реально известные события совпадают. Те же эксперименты над людьми с расстройствами и те же попытки ЦРУ все замести. Клиника оставалась закрытой вплоть до 2009 года, пока компания Мерков под видом благотворительной организации не возобновляет ее работу. Маунт Мэссив снова наполняется психопатами и убийцами в качестве пациентов, а в недрах клиники начинаются очередные эксперименты. Сюжет знакомит нас с нацистским ученым по имени Рудольф Вернике, который еще в конце 30-х годов, работая, конечно, на нацистскую Германию, добивается определенного успеха в своем исследовании, названном морфогенетическое кондиционирование. В дальнейшем просто МК. Суть в том, что Вернике намеренно брал людей на грани безумия, заставлял их испытать экстремальный ужас и приводил к состоянию, в котором они были способны контролировать рой наномашин. Рой наномашин, повторюсь, в 1938 году в нацистской Германии. Тогда он добился определенных успехов, и они с коллегами своими глазами увидели некое существо, в дальнейшем названное Волрайдером. Большинство думали, что это нечто мистическое и потустороннее, но скептик Вернике понимал, что природа Волрайдера происходит из нашего мира. И вот в 2009 году Мерков возвращают Вернике в Маунт Мэссив, где продолжаются эксперименты. Проще говоря, они решили призвать Волрайдера, и в этот раз успешно, с помощью пациента Уильяма Хоупа. Его подвергли вышеупомянутой терапии, погрузили в стеклянную камеру, подключили системы жизнеобеспечения, и он стал первым, кто в полной мере смог взять под контроль Волрайдера. То есть сам Уильям находится без сознания, как будто в осознанном сне, но при этом в полной мере контролирует рой наномашин. Собственно, от ученого Вернике Майлз узнает, что Волрайдер виновен в последнем инциденте. Эксперимент вышел из-под контроля, конечно. Волрайдер вырвался на свободу, освободил пациентов, перебил охрану и ученых, за исключением самого Вернике, которому в это время уже за 90 лет. Сам ученый считает, что, возможно, Волрайдер проникся к нему некой симпатией, а потому оставил в живых и даже излечил от некоторых болезней. То есть он считает Вернике кем-то вроде создателя. Напомню, что в то же время, согласно сюжету, Волрайдер не самостоятельное существо, а подконтрольное Уильяму Хоупу. Вернике сообщает Майлзу, что Волрайдера можно остановить, если отключить систему Уильяма, что главный герой и делает с горем пополам. И казалось бы, свобода уже близко, но на выходе из лаборатории Майлза встречает сам Вернике и группа солдат, которые расстреливают выжившего свидетеля их экспериментов. Но это еще не конец. Смотрите, то, что я рассказал о сюжете, это лишь его часть. Все на самом деле гораздо масштабнее. Но в то же время, конкретно в самой игре, рассказывается далеко не все из вышесказанного мной.
Это я к тому, что сюжет первой части Outlast просто изобилует дырами и нелогичностями, которые авторам пришлось закрывать с помощью комиксов. Я лично понимаю, что эта игра с ее маленьким бюджетом и огромными усилиями небольшой студии просто не может быть шедевром в плане истории. Это независимый проект группы людей. Но отмечу, что если изучать эту историю, читать записки и слушать монологи, то сюжет даже без комикса может показаться интересным и продуманным. То есть давайте сравним Outlast и горячо мной любимую The Evil Within, вышедшую годом позже. Игроки, которые любят строить теории и додумывать сами какие-то мелочи вместо сценаристов, которые ищут во всем скрытый смысл, считают Evil Within чуть ли не шедевром в плане сюжета. В то же время я, обычный игрок, хоть и люблю эту игру, но считаю ее сюжет мешаниной. Авторы повыдергивали лучшее из других франшиз, смешали это все в одну кучу и преподнесли как особое видение, которое нужно понять. Но фактически, как ты ни копай, ты ни за что не получишь конкретных ответов, максимум облачные метафоры по типу происхождения существ из эмоций антагониста. К Evil Within мы еще вернемся и сравним Outlast не с одним хоррором, но хочу отметить, что сюжет в нем гораздо понятнее обычному игроку, чем в большинстве подобных проектов. Нам не нужно быть тонкой душой, чтобы проникнуться, не нужно много выдумывать, достаточно просто быть внимательным. Я думаю, авторы не рассчитывали на такой успех, а потому и не задумывались, что им придется заполнять какие-то сюжетные дыры. Именно этим я и объясняю существование комикса. Но в целом, даже он не отвечает на множество вопросов. Типа не все же мне защищать Outlast, верно? Мне непонятно, почему главный герой по факту просто моделька без башки. У него ни предыстории толком нет, ни мотивов, ни адекватного поведения. Если авторы хотели, чтобы игрок представил себя на его месте, то есть ассоциировал, то тогда нужно было вообще его обезличить, не давать ни имени, ни того огрызка информации о том, что Майлз смелый журналист. Также этот хваленый среди фанатов лор просто трещит по швам, когда дело касается прошлого. Какие к черту нанотехнологии в 1938 году? Если авторы пытаются в реальную историю и отсылаются к реальным экспериментам, то хочу напомнить, что сам термин «наноробот» появился только в конце 80-х, и то в контексте теории. Причем, глядя на поведение Волрайдера, как он с трудом пролезает под дверьми, как он без остановки пытается быть целостным существом, я все больше склоняюсь к тому, что изначально он задумывался как мистический персонаж. Ведь есть даже прототип из немецкого фольклора. И скорее всего всю эту историю с нанороботами прилепили уже в конце. Еще куча вопросов касательно самого Mount Massive. В игре мы видим один единственный пост КПП и огромные ворота. В клинике, где содержатся десятки психопатов и убийц, где на окнах почти нет решеток, а из здания много выходов, где под землей проводятся сверхсекретные эксперименты, всего один пост КПП. Мне кажется, или это место должно быть усеяно сторожевыми вышками, заборами и персоналом, который не позволит никому попасть внутрь и уж тем более наружу. Но повторюсь, моя цель не собирание игровых грехов и подобного. К первой части я отношусь очень хорошо, как минимум за усилия студии. И на самом деле, играя впервые, мне было вообще не до подобных вопросов. Просто я пытаюсь смотреть на игру с обеих сторон, как те, кто уверен, что сюжет в игре шедеврален, и те, кто считает его номинальным, лишь бы был. Но в любом случае, половина игравших в Outlast даже не поняли основной части сюжета, ведь игра стала популярной благодаря геймплею. Ее называют самым что ни на есть настоящим survival-хоррором. Но так ли это? Давайте выяснять, ведь само название игры звучит как «пережить». Survival horror, как мы знаем, поджанр, который подразумевает гнетущую атмосферу, нехватку ресурсов, неспособность полноценно противостоять противникам, а также поиск способов перейти в следующую локацию. В Outlast формально все это есть. Атмосфера более чем гнетет. Нам постоянно приходится искать батарейки для камеры, чтобы видеть в темноте. Их не хватает, если уровень сложности выше среднего. Мы абсолютно не можем сражаться и вынуждены искать ключи, вентили и прочие способы покинуть локации. Получается, Outlast — это survival. Как бы мне не хотелось звать его просто стелс-хоррором. Ведь у нас всего две основные механики — бежать и прятаться. Большинство, кстати, считает, что неспособность главного героя противостоять врагам именно то, что делает игру страшной. Я же считаю, что это страшно только в первый раз, а в дальнейшем просто глупо. Постараюсь объяснить. Во-первых, да, это тупо странно, что герой не может даже оттолкнуть врага. Я не прошу делать его бойцом ММА, но часто встречи с врагами сводятся к тому, что мы так или иначе получаем в кабину при попытке бежать.
Почему нельзя было сделать простую механику QTE, давая нам возможность оттолкнуть врага при нападении или увернуться? Пусть это сделали бы очень сложным, но лишь бы возможность была. Я знаю, что все задаются этим вопросом, но он действительно не дает мне покоя во время игры. Просто банально дайте возможность не нападать, а отбиваться. Представьте, что условно по всей клинике разбросаны два вида оружия. Какие-то палки и осколки, например. Прям самый их минимум, чтобы встречались редко. Дайте нам возможность собирать их, чтобы во время нападения герой защищался. Пусть это будет даже не QTE, а очередной скрипт, из которых состоит вся игра. Пусть оружие ломается с первого раза, но от этого геймплей станет динамичнее, у нас будет больше стимула изучать локации, больше стимула рисковать, и как минимум герой не будет выглядеть идиотом. Он ведь по идее крепкий и смелый мужик, но его искусственно сделали беспомощным. Для понимания скажу, что он бы и в таком случае оставался неспособным убить кого-то. Но такое решение позволяло бы больше сопереживать и выиграть несколько секунд, а не стоять и получать в затылок, дожидаясь какого-нибудь лифта. Вот два самых банальных примера, что приходят в голову – Немезис и Лаура. В первом случае у нас всегда есть выбор – пытаться противостоять врагу или пытаться бежать, что более логично. Но мы сами решаем и, соответственно, сами получаем наказание или вознаграждение за свое решение. Во втором случае мы можем противостоять и в какой-то момент также должны это сделать. И пусть главный герой полноценная боевая единица, ему со всем арсеналом дается это очень тяжело. Более важно то, что с этими неостановимыми врагами даже не хочется сражаться. Ведь до определенного момента мы можем только выиграть время. До сих пор, зная эти игры вдоль и поперек, я неосознанно напрягаюсь каждый раз перед скриптом их появления. Мне не хочется выходить из сейф-рума, зная, что где-то там бегает Немезис или Тиран. Я пытаюсь просчитать план действий, готовлю на всякий случай способ задержать врага, я думаю о том, как выжить персонажу. В Outlast, к сожалению, думать над этим не приходится. Ведь у нас, напомню, две основные механики – бежать и прятаться. В погонях с Уокером и Трайгером, в каждой из них, нет уникальных ситуаций. По факту мы прячемся, ждем, когда преследователь уйдет, и ищем выход в другую локацию. А если заранее знать, куда бежать, где покрутить вентили и так далее, то игру можно пройти, не отпуская кнопку спринта. Еще хочу отметить, что в случае невысокой сложности укрытие – это буквально панацея. Враг не станет вас искать в 90% случаев. А на высокой сложности с такой же вероятностью он целенаправленно достанет вас, что делает укрытия совершенно бесполезными и таким образом лишает одну из механик смысла. Единственное, что безотказно работает в Outlast, это скримеры. Играя впервые, я оставил часть души, открывая эту дверь, потому что, как и предполагалось авторами, не был готов к этому кричащему трупу и внезапному оркестру где-то за дверью. А следом еще один внезапный вздох солдата. А следом еще и так почти до конца. И знаете, что я понял? Мы боимся не конкретно того, что покажут на экране, а просто напрягаемся в замирании момента, что вот-вот раздастся громкий звук, неестественный для остального времени игры. Так ведь и работают скримеры, верно? И ключевое слово «работают». Для большинства это часть ужасов. Скажу честно, я тоже подпрыгиваю от скримеров в Outlast. Именно поэтому я и говорю, что эта игра пугала меня. Ведь фактически я испугался. Но это ощущение, знаете, как сравнивать Red Bull за 100 и Flash за 1,5. Атмосфера нагнетается, происходит скример, и фактически игрок может испытать страх. Но дешевый, безвкусный, неэстетичный испуг. Авторы напугали нас резким шумом, а не страшной сценой. Кого-то однозначно пугает весь этот сплэттер и боди-хоррор вокруг, тела, конечности и так далее. Может, я больной, но для меня это просто декорации. Я никогда не считал страшным фильм «Пила» или «Хостел», например, но если такое существует, значит оно востребовано, верно? Значит, немалая часть людей этого боится. Я считаю такое просто отвратительным, не более. Вот для примера малоизвестный хоррор-шутер Undying. Игра начала нулевых, не имея современных графики и движка, пугала меня одинаково, как в 2005, когда я встретил ее впервые, так и сейчас. Здесь есть места, которые можно пройти, даже не заметив, что стены в крови, а на столбах призраки повешенных. Вот это я считаю классными и интересными декорациями. Здесь тоже есть пара резких моментов, пусть не таких явных. Вот, например, первый из них. Никто сразу не кидается вам в лицо. Мы обездвижены, и к нам постепенно приближается нечто без кожи, размахивая цепью.
И в эти 4 секунды я испытал больше эмоций, чем за первый час Outlast. Здесь даже объясняется внешность и мотивы каждого из боссов, откуда конкретно эти способности, почему они выглядят так, а не иначе. И Ван Дайен, нормальный игрок, сам захочет искать и читать записки, иначе просто не поймет, как и кому противостоять. А иногда в доме раздаются такие звуки, что приходится просто бороться с собой, чтобы выйти из безопасного помещения. Undying не эталонный хоррор, не самый лучший, именно поэтому я и вспомнил его. Ведь даже спустя 20 лет он все равно работает за счет своего лора, истории и механик. В него хочется играть даже сейчас. В Outlast играть больше не хочется. Она работает только один раз, пока ты не знаешь, когда раздастся громкий звук. Но хочу резюмировать все вышесказанное. Я считаю, что Outlast очень переоцененный проект, но прекрасно понимаю, за что ее любят фанаты. Ведь мы с вами все разные, и у каждого свое восприятие. Главное, я очень уважаю разработчиков этой игры и их самоотверженность. Они сделали простую по задумке, но очень востребованную игру, и я искренне рад, что их усилия окупились. Первая часть — это определенно успех. Но я и подумать не мог, что ее прямое продолжение не только окажется не менее успешным, так еще добавит того, чего так не хватало оригиналу. Позже мы еще вернемся к первой части, но сейчас речь пойдет про Outlast Whistleblower. Осведомитель, являясь DLC, будучи короче и не привнося ничего нового в геймплей, умудрилась быть страшнее и интереснее, чем оригинал. Это полноценная работа над ошибками, и дальше я постараюсь объяснить, почему так считаю. События Whistleblower берут свое начало до событий оригинала и в то же время продолжают их, развиваясь параллельно. Что-то подобное было с Resident Evil 3, которая являлась и приквелом, и сиквелом второй части. И что меня удивляет в данном случае, DLC, по идее не обязательное для основного сюжета дополнение, несет в себе куда больше информативности. Теперь главный герой Вейлон Парк, компьютерный специалист, который работает на Мерков. Но более важно то, что именно он автор того письма, которое получает Майлз в оригинальной игре. Собственно, этим и объясняется подзаголовок. Вейлон и есть Whistleblower, то есть осведомитель. Глядя на эксперименты Мерков, Вейлон посчитал своим долгом сообщить об этом общественности. Но вместо рассылки во множество изданий, вместо сообщения в полицию или ФБР, Вейлон пишет одно единственное письмо журналисту, чьим поклонником является – Майлзу Апшеру. Если оригинал заканчивается в лаборатории, то DLC там начинается. Вейлон спешно отправляет письмо Майлзу и продолжает свою работу, но, конечно, его палят. Странно, что компьютерный специалист не задумался о мерах собственной безопасности. Но более странно то, что Мерков, имея способы отследить движение информации через сеть, не в состоянии этому помешать. То есть, чтобы вы понимали, Вейлон использовал чужой ноут, чужой роутер и брендмауэр, чтобы отправить письмо. И спаливший его работник корпорации Джереми Блэр это подчеркивает. Но при этом у Мерков нет никакой защиты от утечки. То есть они подумали над тем, чтобы отследить утечку, но не подумали над тем, чтобы предотвратить ее, понимаете? В любом случае, спалив Вейлона, Джереми делает из него такого же подопытного, как и десятки других в Маунт Мэссив. Его подвергают МК. Но, к счастью, или все-таки нет, Вол Райдер становится убежищем другого сознания, как мы уже знаем, Уильяма Хоупа. Начинается то самое месиво, Вол Райдер вырывается, и в суматохе Вейлон тоже оказывается свободен. Чтобы создать тот же геймплей, что и в оригинале, Вейлон хватает камеру, на которую снимали его самого во время эксперимента, и пытается найти выход из Маунт Мэссив. Никакой геймплейной роли это не играет, но просто для общей картины стоит понимать, что в отличие от Майлза, Вейлон не такой крепкий и выносливый, как уже знакомый нам журналист. Но то, через что ему придется пройти, явно сделает его сильнее. Ну, либо сведет с ума. Те, кто повстречается на пути Вейлона, ничуть не уступают в отмороженности Уокеру и Трайгеру, а на мой взгляд даже превосходят. Здесь у главного героя тоже 4 основных противника, и 2 из них нам уже знакомы. Это те самые близнецы, которые в этот раз ведут себя менее агрессивно, чем остальные. Первый серьезный антагонист, которого мы встречаем, это Фрэнк Манера, каннибал. О его прошлом до Маунт Мэссив ничего не известно, да особо и не надо. Мы знаем только то, что на нем проводили все те же эксперименты.
Его разум оказался не способен обуздать Волрайдера, но Фрэнк стал более безумен. За следующее время нахождения в Маунт-Мэссив он сильно похудел, потому что стал отказываться от еды. Фрэнк испытывал только жажду человеческой крови, в прямом смысле. В итоге сотрудникам приходилось кормить его насильно, чтобы он вообще не помер от голода. После инцидента Фрэнк обосновался в госпитале, в кафетерии, где и готовил себе блюда из пациентов, охраны, в общем любого, кого удастся поймать. Хотя проготовить и блюда я загнул. Чаще всего он жрал своих жертв, даже не разделывая. Людей, кем бы они ни были, Фрэнк воспринимает исключительно как пищу. Каннибал несколько раз встречает Вейлона, и что характерно, о его приближении можно узнать по звуку маленькой циркулярной пилы, которую он использует, сами понимаете для чего. Хочу отметить, что при встрече с Фрэнком была одна действительно жуткая сцена, когда он поймал Вейлона и бросил его в горящую печь. По канонам жанра тут героя спасают обстоятельства, такие как внезапное желание Фрэнка приготовить его, вместо того, чтобы просто сожрать, как остальных. Ну и, конечно, очень удобная дыра в задней стене печи. Но сама сцена меня очень впечатлила, создала эстетическое ощущение страха за персонажа. Следующий персонаж более колоритен, пожалуй, самый запоминающийся злодей во всей серии – Эдди Гласкин, или так называемый жених. Кстати, его фамилия – одна из жертв российской локализации. Видимо, как читали, так и перевели, и у нас в стране он стал Эдди Глускин, но это не важно. В детстве Эдди был жертвой насилия со стороны своего отца и дяди, которым хватило ума фотографировать этот процесс. По классике, повзрослев, Эдди сам стал жестоким маньяком, из-за чего и оказался в Маунт-Мэссив. Хотя сам он отрицал насилие в детстве, говорил, что вырос в обычной семье, но когда ему показывали фотографии, что делал отец, или портреты его собственных жертв, Эдди только выдавал реакцию из смеха вперемешку с яростью. Мы видим Эдди в самом начале событий Whistleblower, когда на нем только начинают проводить эксперимент МК. На это событие мы никак не можем повлиять, но вот с последствиями будем вынуждены столкнуться. Конечно, Эдди стал еще более безумным. За неестественно короткий промежуток времени после того, как случился инцидент, Эдди из подопытного превратился в настоящего джентльмена. Нашел где-то штопанный костюм и стал искать себе подходящую невесту. Причем даже умудрился запугать немало других пациентов, а одного из них сделать собственным психом на побегушках. А пугает жених тем, что не имея выбора среди женщин, пытается создавать их из мужиков. Проще говоря, Эдди ловит тех, кто бегает по Маунт-Мэссив, отрезает им все лишнее, пытаясь создать то, что ему нужно. Но как следствие, эти невесты Франкенштейна умирают. Ему помогает другой пациент с размноженной личностью – Деннис. В обмен на неприкосновенность он заманивает жертву в логово жениха в профессиональном блоке, а между делом Эдди создает богомерзкие инсталляции из убитых. В какой-то момент Эдди удается поймать Вейлона, и сначала он усыпляет его газом на целых 12 часов, а сам в это время кошмарит других жертв. Но когда дело все-таки доходит до Вейлона, мы можем наблюдать очередную, по-настоящему страшную сцену. Как по мне, самую страшную. Вейлон приходит в себя обнаженным уже на операционном столе, если так можно сказать, где Эдди решает, цитирую, срезать с него всю вульгарность и сделать место для его будущих детей. Жесть. Но героя опять спасает случай. Эдди отвлекается и Вейлон убегает. Моменты с женихом я считаю самыми страшными во всей серии, и чуть позже объясню почему. Кстати, именно в DLC мы можем наблюдать сцены, когда отец Мартин рисует кровавые послания на стенах, которые вот-вот будет читать и комментировать в блокноте Майлз Апшер. Это я к тому, что главные герои, а также злодеи, некоторое время действуют параллельно, но к удивлению не пересекаются. Можно застать только подобные оригины или наоборот наблюдать за последствиями, например, за пожаром в церкви после того, как Мартин сжигает себя. Хотя не совсем так, ведь ближе к финалу мы можем найти тело Траггера, например, которого Майлз раздавил с помощью лифта. Да и самого Майлза мы встречаем в конце, точнее то, что от него осталось. Судя по всему, герой оригинала поистине испытал экстремальный ужас, без всяких экспериментов. А потому он сам стал носителем Волрайдера после того, как отключил Уильяма. Ведь в конце, когда Вейлон все-таки выбирается из Маунт-Мэссив и прыгает в машину, на которой туда приехал Майлз, мы видим, что к нему навстречу идет знакомый нам расстрелянный журналист на своих двоих и окруженный некой темной аурой. Вейлон уезжает, и вопреки угрозам Мерков,
публикует материал, который собрал в клинике. Сейчас хочу объяснить, почему я решил перескочить на дополнение, не закончив повествование об оригинале. Дело в том, что я считаю Outlast неполноценным без Whistleblower. То есть в идеальном мире оригинал игры должен быть самостоятельным и без DLC, но в случае с данной игрой, как и со многими другими, это не так. В целом, что привнес Whistleblower? Да ничего по факту, разве что Вейлон научился закрывать двери тихо, а не стучать ими как ненормальный, и в целом он ощущается более живым из-за издаваемого дыхания, из-за своих переживаний о семье и того, что конечная цель главного героя не просто выжить, а выжить и рассказать обо всем миру. Хотя не он здесь репортер. Вот и получается, что это тот же геймплей и сеттинг, что в оригинале, но будучи короче него, DLC рассказывает историю лучше, с другой стороны событий. Вы не должны быть согласны со мной, но я считаю, что в дополнении интереснее сюжет, живее главный герой и страшнее его враги. От Уокера и Траггера нам приходится только убегать и прятаться. С Фрэнком и Эдди то же самое, но они как персонажи более уникальны. То есть жених, как по мне, это самый психологически страшный персонаж всей серии. Он насвистывает эту мелодию, I Want a Girl, кажется, выдает реплики о том, что Вейлон такая же сучка, как и остальные, и даже есть уникальные ситуации. Я имею в виду тот момент, когда главный герой не может убегать из-за раны, и мы вынуждены скрываться. В этом эпизоде я испытал больше напряжения, чем в любом другом геймплейном отрезке. Red Barrels смогли усложнить тривиальный геймплей, просто лишив нас одного из элементов – возможности бежать. И сделая не так хотя бы пару раз в оригинале, то ощущения от его прохождения были бы более захватывающие. Я могу очень долго восхищаться и ругать первый Outlast. Для меня это не чистокровный хоррор, а скорее масштабный аттракцион, чтобы один раз испытать внезапный страх и больше к нему не возвращаться. Потому что больше он просто не сработает. Но также я благодарен разработчикам за их энтузиазм, усилия и самоотверженность. Они сделали максимально простой и востребованный проект, и я рад, что познакомился с их творением. К первой части, повторюсь, я отношусь предвзято в хорошем плане, из-за ранее упомянутых причин. Тогда у них не было ресурсов, и многое действительно можно простить, просто закрыть глаза на некоторые вещи. Но чем можно оправдать сиквел? And there followed an angel, saying, Babylon is fallen, is fallen. Осенью 2015-го, примерно через год после выхода Whistleblower, была анонсирована вторая часть Outlast. Red Barrels приняли решение, что игры серии будут антологией. То есть события происходят в одной вселенной, но истории рассказываются совершенно разные, имея лишь косвенную связь. Забегая наперед, скажу, что идея сработала только наполовину, ведь в Outlast 2 действительно новые персонажи, место действия и нет прямой связи с первой частью. Но в итоге за всем также стоит злая корпорация Мерков со своими экспериментами. Опять же, с похожей структурой сюжетов начинала свой путь серия Resident Evil. И в целом мне нравится такая идея. Своих героев нужно знать в лицо, правильно? Знакомьтесь, если не знакомы. JTPT. Сценарист игр серии Outlast, а также писатель и режиссер таких фильмов, как «Охотники на демонов» и «Мутанты 3». Эти фильмы вряд ли знают многие. Гораздо интереснее его карьера сценариста видеоигр. Две старенькие игры про Бэтмена, Minecraft Story Mode, Homefront, второй сезон The Walking Dead и, конечно, Splinter Cell. Насколько я понял, именно Пяти придумал известного персонажа Сэма Фишера. Нельзя сказать, что он очень известный и востребованный, но опыт у него точно есть. Человек более 20 лет занимается этим делом. Я упомянул его сейчас, потому что именно к сюжету второго Outlast у меня больше всего вопросов. Но об этом позже. Outlast 2 вышла весной 2017-го. В этот раз Red Barrels не приходилось упрашивать инвесторов и вкладывать в проект личные деньги. У них на руках уже была первая часть, и многие охотно хотели заработать на сиквеле нашумевшей франшизы. Таким образом, бюджет второй части составил $7 миллионов. Напомню, что у оригинала не было даже $1,5 миллиона. Кстати, в 2014 году студия устроила рискованную акцию. Они портировали первую часть на PlayStation 4, и прямо в день выхода Outlast на консоли игра с дополнением была сразу доступна бесплатно по подписке. Но риск оправдался с лихвой. Новая волна стримеров с прохождениями, новые отзывы на маркетплейсах,
Люди еще не перестали говорить про эту игру, как тут же Red Barrels заставили их говорить еще больше. Прям красавчики. Их примеру затем последовала не одна студия, но вернемся в 2017. Как я и говорил, Outlast 2 рассказывал другую историю с новыми персонажами и местом действия. Теперь в центре сюжета Блейк Лангерман и его жена Лин. Он оператор, она репортер, и вместе они отправляются в небольшое поселение Храмовые Врата в Аризоне, чтобы расследовать убийство беременной девушки, найденной на обочине дороги. И не в обиду фанатам, но буквально в первые 7 минут сюжет уже начинает трещать по швам. Давайте по порядку. Комикс, сценарист которого вышеупомянутый JT, был создан, чтобы закрыть сюжетные дыры первой части и косвенно связать ее со второй. Собственно, там нас и знакомят с этой беременной девушкой. Ее зовут Анна Ли, и в комиксе она тайно была убита как раз таки сотрудником Мерков, так как девушка слишком много знала и могла рассказать. Анна была убита в больнице, а ее смерть объяснили внезапным припадком. Соответственно, сотрудники Мерков оставили ее там же и быстро свалили. Каким к черту образом она оказалась на обочине дороги в нескольких километрах от больницы? Почему официальный комикс говорит, что длинноволосая Анна была в сопровождении мужчины, а игра сначала твердит, что короткостриженная девушка одна брела по шоссе и умерла от удушения? И вот тут особый тип фанатов, о котором я говорил в начале, начинает врубать свои теории и догадки о том, что ее тело просто выбросили на обочину. Но перед этим заботливо подстригли, а то чё лохматая лежать будет, да? Но вот многие лороведы этой вселенной просто закрывают глаза на тот факт, что вторая часть берет свое начало сразу с несостыковки. Ладно, с этим проехали, но в адекватности сценария заставляют сомневаться и другие моменты. Блейк и Лин начинают свой репортаж прямо в вертолете по пути к месту. Сами при этом сидят в наушниках, чтобы говорить, а мы должны поверить, что камера запишет голос, а не шум, издаваемый вертолетом. Затем сама сцена с крушением вертолета – это вообще нечто. Все трое как-то умудрились пережить падение, даже ничего не сломав. По крайней мере, Лин и Блейк точно. Он даже не хромает, хотя в будущем после пары ударов экран аж застилает кровью. Я на этом остановился, потому что лично меня уже в самом начале заставили сомневаться в адекватности этого сюжета. Но я правда не хочу до него докапываться, не это моя цель. В общем, после катастрофы Блейк желает двух вещей: найти свою жену и оказаться в безопасности. Но для этого ему нужно пережить встречи с 3 фракциями. Основная – это завет нового Иезекииля, во главе которой стоит Салливан Нот. В прошлом продавец обуви, но теперь самопровозглашенный священник. Находясь в тяжелой жизненной ситуации, Салливан внезапно услышал Божий голос по радио. С тех пор он считает, что Господь говорит с ним, и говорит он, что нынешний мир его не устраивает, а Салливан должен стать его новым пророком. Это так сильно мотивирует Нота, что ему удается через проповеди организовать собственную церковь, а после и целое поселение в начале 70-х, где и происходят события. Фактически Салливан жестокий и безумный человек, считающий, что должен предотвратить появление Антихриста. Именно поэтому он охотится на беременных, в их числе вышеупомянутая Анна, которую Нот сам и изнасиловал, как ни один десяток других последовательниц. Будучи главным антагонистом игры, совершенно не представляет опасности для игрока. А вот его, так сказать, правая рука Марта – персонаж во всех смыслах опасный. Она верна Салливану сильнее всех, и знакомы они еще с детства. Но важнее то, что она выполняет роль инквизитора, то есть расправляется со всеми, кто не угоден завету и лично Ноту. Она очень высокая и неестественно сильная, выглядит как олицетворение смерти, но девственно невинна. Хотя при этом уверена, что грешит, убивая еретиков, пусть и во благо церкви и Нота. Собственно, еретики – это фракция, которая больше не верит пророчествам Нота, и они, наоборот, ожидают рождения Антихриста. Их возглавляет Вэл, в прошлом главный священнослужитель Нота. Вэл примечателен тем, что, имея женские органы, воспринимается всеми как мужчина. По крайней мере, в записках о нем говорится в мужском роде. Я не разбираюсь в андрогинности или трансгендерности, как-то нет необходимости, но тоже не могу воспринимать его как женщину, несмотря на явные признаки. Кстати, его намеренно сделали таким неоднозначным. Разработчики отвечают о нем кратко: Вэл — это Вэл. Все. Я считаю, что такой нюанс персонажа создан специально, чтобы повысить обсуждаемость, но к этому мы вернемся позже. Фактически, Вэл встречается всего пару раз за игру.
В первом случае мы видим столкновение с последователями Нота, а во втором нам уже придется от него побегать в шахтах, которые являются убежищем еретиков. В самой игре конкретно не говорится, выжил Вэл или тоже был убит Нотом, как остальные, но изначально задумывалась сцена, где Вэлла убивает Марта. От вырезанной сцены сохранились только диалоги. Также по лесу нас будут гонять Лэрд и Ник, карлик, стреляющий зажженными стрелами верхом на здоровяке. Лэрд — лидер пораженных, отдельная группа людей, которых Салливан изгнал в лес из-за болезней, распространенных в их поселении, вроде гонореи. Но при этом большая часть пораженных остаются верны Салливану, в том числе и Лэрд. В главном герое карлик разглядел мессию из проповедей Салливана, а потому заставил его повторить путь Сына Божьего. То есть сначала распял, затем приказал похоронить живьем, но все делал так, чтобы Блейк мог освободиться и выжить, тем самым подтвердив мысли Лэрда о мессии. Все это поселение больные на голову люди, но ситуацию ухудшает корпорация Мерков. Неподалеку они установили вышку, излучающую сильные вспышки, которые вызывают галлюцинации у всех в области поражения, причем одинаковые, основанные на религиозных учениях Нота. Фактически поселение является огромным полигоном для экспериментов, и уже более 40 лет о нем никто не знает. Что удивительно, персонажи видят одинаковые глюки не только в образах, но и локально. То есть, например, есть момент, когда Блейк и Лэрд видят рой насекомых в одном и том же месте, но при этом Блейк ими непосредственно окружен, а Лэрд наблюдает за этим с земли, но видят они одно и то же. Как это работает, сюжет не пытается объяснить. Вообще вся история построена на галлюцинациях. Нас периодически перемещают в прошлое главного героя, где выясняется, что в детстве его школьная подруга Джессика стала жертвой насилия со стороны учителя, отца Лутермилха, а в итоге была им убита. Главный герой не помнил, что конкретно произошло в их детстве, потому что Лутермилх убедил его, что он все понял не так, когда обнаружил тело Джессики. Якобы она сама покончила с собой, но в процессе выяснится, что это учитель убил ее. Именно его чудовищная интерпретация будет преследовать Блейка во флешбеках. Насколько я понял, с их помощью сценарист пытался донести, что Блейк подсознательно считает себя виновным в смерти подруги. Именно это и мотивирует его неустанно пытаться спасти Лин в реальности. Видимо, того факта, что она его жена, которую он по идее любит, недостаточно для мотивации. Ближе к финалу Блейк даже начинает путать имена и называет свою жену Джессикой. Сценарист вообще поступил очень хитро и взял прям такие острые и одновременно попсовые темы из хорроров. Священник-маньяк, рождение Антихриста, религиозные секты, обезображенные люди в лесах. Вот сколько раз мы все это видели уже. Вообще у меня сложилось впечатление, что сюжет Outlast 2 — это смесь из фильмов «Омен», «Ребенок Розмари», «Спуск», «Амитивиль», «Милые кости», «Сияние» и еще пары десятков фильмов. Я не говорю, что ждал чего-то инновационного, нет, точно не от этой франшизы, поймите правильно. Просто если взяли такие темы, как насилие и религиозность, так свяжите грамотно. Вот к чему эти флешбеки? Честно, я не понял, может это моя проблема? Но если выкинуть их из сюжета, ничего же по факту не изменится. Зачем главному герою нужен какой-то гипертрофированный мотив спасать собственную жену из-за того, что когда-то он не спас подругу? Я бы даже и не задумался над тем, зачем Блейк ее спасает. Действительно хорошо, что сделали такой масштабный бэкграунд главному герою, но что-то не доделали, потому что забыли объяснить, от чего Блейк перемещается в прошлое в своих видениях, а остальные после вспышек нет, хотя подвергаются им куда дольше. Вообще, мне очень трудно поверить, к сожалению, на собственном опыте, во всю эту историю с Джесс. Блейку тогда было сколько, примерно 13-14 лет? Как человека в таком возрасте можно убедить в том, что он не видел произошедшего только что, и заставить забыть подобные вещи? Такое ощущение, что эту линию придумали наскоряк. На эти мысли надвигает и то, что Лутермилх изначально задумывался как последователь Салливана, а не злодей из флешбеков. Его моделька даже спаунится в сцене, когда Блейка прибивают к распятию в реальности. Его можно увидеть там, если использовать мод на камеру от третьего лица. Просто в самой сцене он не попадает в кадр. Ну ладно, претензии к флешбекам — это мое личное дело. Я просто в них не верю. Но и основной сюжет преподносится как высокий полет сознания сценариста, оставляя пищу для размышлений и не загоняя игрока в рамки конкретики. Да это капец, а не сюжет. Учитывая, что в студии на тот момент уже не 12, а почти 30 сотрудников, и бюджет стал больше в 5 раз. Почти любая дыра или несостыковка в сюжете теперь может объясняться галлюцинациями. Злодеев так вообще сливают.
Вот эту пару просто взяли и скинули на землю. То ли по тупости, то ли специально, вообще что произошло? А Марта, ее убило просто на рандоме, сорвало крышу и пронзило распятием. И это не галлюцинация, это просто невероятное везение Блейка и Лин. А сама эта история сложной беременностью вообще максимально непонятна. Да-да, этот феномен упоминался в записках еще в первой части, ну и что? Как это попало в основу сюжета? В реальной жизни тоже существует такое явление. Действительно может увеличиться живот, но не до такой же степени. За ночь в организме физически никак не выделится столько гормонов, способных на это повлиять. Я на это смотрю и просто не верю, какой-то цирк, как будто меня принимают за идиота. И даже Блейка смущает только то, что жена не давала ему несколько месяцев. А так все окей, да? Концовка так это вообще эпик, в прямом смысле. Лин мертва, Блейк уже не в себе, ходит по трупам с воображаемым ребенком, и тут взрывается солнце. Естественно, игроки могут предположить, что Мерков просто уничтожили поселение и следы своей деятельности. Но нет, Блейк-то оказывается выжил. Остался не в себе, но факт в том, что получается поселение никто не уничтожал, взрыва не было. Тогда зачем вы показали эту метафору? Или все-таки был? Тогда почему выжил Блейк? И вот так понимаете всю игру. Почему это? Почему то? Где связь? Откуда связь? Причем я люблю сюжеты в играх и действительно читаю записки, пытаюсь что-то понять, но в данном случае я просто отупел. Начитался какой-то ерунды про полюции реднеков, какие-то карикатурные проповеди, насмотрелся на мешанину и вот, типа посмотри какой бесстрашный сценарий. У нас тут столько мерзкого, мы такое себе позволяем. Поэтому и не понимаю тех, кто говорит, что сюжет здесь гениален, защищают его. Недосказанность – это не гениальность. Outlast – попсовый проект, рассчитанный на массовую аудиторию, и он просто изобилует дырами и противоречиями. Вот и все. Но здесь ведь есть еще геймплей. Казалось бы, как можно развивать серию в этом направлении, чтобы она оставалась узнаваемой? Red Barrels кое-что придумали. Во-первых, появилась возможность использовать микрофон в камере, чтобы определять, с какой стороны находятся враги. По сюжету эта фишка понадобится лишь однажды, но в целом мне пару раз помогала. Дальше расскажу где. Также теперь необходимо использовать бинты при ранениях, чтобы Блейк не истекал кровью. При том, что сами бинты и батарейки теперь располагаются прямо в карманах главного героя, и чтобы узнать их количество, надо в прямом смысле посмотреть на карманы. Как в Alone in the Dark, да. Идея-то может и неплохая, будь в игре еще что-то, что нужно собирать. Вообще это выглядит, как будто разработчики опять пытаются в реализм. Зачем-то. Окей, класс. Но при этом, что бы ни случилось с персонажем, он всегда забинтовывает один и тот же порез на одной и той же руке. То есть с одной стороны постарались, а с другой подзабили. Какие-то полумеры. Еще у Блейка появилась стамина, то есть в отличие от Майлза и Вейлона, он не может бегать бесконечно, ему нужно отдыхать. Насколько мне известно, планировалось, что Блейк будет страдать от астмы, и поэтому не сможет долго бегать, но в итоге от этой идеи отказались и просто ввели ограничения на бег. В любом случае это решение правильное, тем более здесь мы носимся по открытой местности. Главное, сам Блейк умеет разговаривать и комментирует свои видеозаписи и какие-то события. Будет глупо, конечно, если я стану восхищаться говорящим главным героем в игре 2017 года, но учитывая, что два прошлых протагониста были немыми, это однозначно шаг вперед. Мы все так же беспомощны перед врагами, но зато все-таки ввели небольшие QTE элементы, то есть Блейк может оттолкнуть рядового противника, если тот в него вцепится. Получилось это как-то не до конца, потому что персонажа в погонях хватают не так часто, и я, например, про эти элементы узнал только ближе к концу и то случайно. Еще по мелочи Блейк может прятаться в бочках, может плавать и даже закрывать дверь на щеколду, хотя тоже не совсем понятно зачем. То есть в первой части противники выносили закрытую дверь несколько секунд. Здесь они научились просто открывать ее, а вот если закрыть на щеколду, то будут также выносить. То есть разработчики просто доработали то, что уже было. Но честно, в погонях как-то не до этого. Гораздо разумнее оторваться и спрятаться. Хотя где-то спустя час игры мне вообще стало скучно ходить, прятаться, и я просто стал бежать. Упирался в тупики, находил выход и опять бежал. Фактически да, сначала, еще не планируя снимать видео, я просто пробежал эту игру, чтобы уже узнать, чем там все закончится. А все дело в том, что не страшно. Вообще никак. Даже не тот уровень, что был в первой части.
Если появляются враги, вот эти боссы, то в 90% случаев тебе нужно в то место, откуда они вышли, и работает одна и та же схема при каждой встрече. Скрыться от них, дождаться, когда они уйдут, и бежать туда, откуда они пришли. А когда еще начинаешь понимать, что в более высокобюджетном сиквеле все заскриптовано так же, как и в оригинале, становится вообще смешно. Тебя никто не тронет, пока ты не возьмешь крюк. Сюда никто не ворвется, пока ты не найдешь веревку. Чудовище не выйдет из кабинета, пока ты к нему не подойдешь. И все в этих скриптах. В какой-то момент я понял, что просто хожу по пустым декорациям. И что, например, этот монстр появился здесь секунду назад, заспавнился только что. Хотя это не кат-сцена даже. Конечно, все двери вокруг закрыты, дорога одна, иду, появляется чудовище. Прячусь, убегаю и иду туда, откуда он пришел. Вот и весь геймплей Outlast 2. Да, тут вроде как улица, а не стены психушки, но по факту ведь это те же коридоры, только под открытым небом и с отвратительным левел-дизайном. Непонятно, почему через этот забор можно прыгнуть, а через такой же в 200 метрах нет. Хотя что непонятно, просто нужно подойти к колодцу, чтобы сработал скрипт. До отвращения унылые, однообразные и пустые дома. Повсюду это искусственная темнота. Эпизод в шахтах вообще что-то омерзительное. Там на перекрестках я специально проверял себя и быстро крутил камерой. И в итоге, как и думал, уже не понимал, откуда пришел и куда идти. То же самое в паре локаций, где заросли кукурузы. Все почему-то так хвалят эти места, но там ведь реально нужно идти по стенке, чтобы понять вообще, где выход, если уж залез туда. Вот именно там я использовал микрофон. И не подумайте, от этой игры я не жду комфорта, но почему первая часть умудряется быть мрачной и более богатой на ситуации, когда события происходят в помещении, а вторая просто черная и непроглядная? Не буду врать, здесь тоже есть оригинальные ситуации. Точнее одна – прогулка на плоту, хотя лучше бы ее не было. Потому что это так уныло, что на 5-й минуте я стал сомневаться, может, я куда-то не туда двигаюсь. Я видел, что на этом моменте одному ютуберу писали, что это он дурак и не умеет играть в хорроры, а на самом деле там нас преследуют чудовища. Он ответил фразой, которая мне очень запомнилась. Он сказал, к этой хрени не было инструкции. Вот и я, если бы не наткнулся на то видео, то никогда не узнал бы, что в эпизоде на плоту нас кто-то преследует. Чем думали разработчики, когда решили, что игрок должен обернуться и посмотреть, при этом не подавая никаких сигналов того, что его преследуют? Да и вообще плевать, что преследуют. Марта уже не впечатляет, учитывая, что у нее одна анимация убийства спереди, одна сбоку и одна сзади. Она только раздражает, потому что ваншотит. Лэрд и Ник вообще смешные, их даже жалко немножко. Хочется познакомить с Ферой и Тором, типа, ребят, вы не одни такие. Вэл... Я вообще не понимаю, как он может представлять опасность для Блейка. Что он может сделать? Черт. А когда понимаешь, как в игре все устроено, вообще можно не обращать на них внимания. Что со мной и случилось. Марта стала просто подсказкой, куда нужно идти. Вообще не про хоррор. Даже скримеры на этом фоне выглядят как спасение, хоть какая-то эмоция. Даже если это орет ворона. И знаете, будь это первая часть, я бы и слова не сказал, даже забыл бы про сюжет. Но это же полноценный сиквел, который во всем уступает даже DLC. Мне не жалко этих $30, которые стоит версия на ПК. Мне жалко времени адекватных людей и нервных клеток подростков, которые с пеной у рта готовы доказывать, что это шедевр и там гениальный сюжет. Red Barrels очень хотели, чтобы игру обсуждали, чтобы о ней тоже говорили. И ведь действительно, YouTube кишит теориями и догадками. Но эта история настолько бессмысленна, что почти каждый может отстоять свою иную точку зрения, опираясь на какие-то факты из игры. А в хорошей, целостной истории так быть не может. Впереди нас ждет Outlast Trials, и на эту игру я возлагаю большие надежды. В третий раз они точно не смогут продать нам то же самое, но насколько известно, они и не хотят, потому что уже известно, что геймплей претерпит значительные изменения, но при этом Red Barrels обещают угодить фанатам. Совсем скоро узнаем. Небольшое послесловие. Я понимаю, что местами мог высказываться резко и многое опустил, но я пытался донести свою мысль о том, что я восхищаюсь первым Outlast, не потому что это качественный хоррор, а потому что крутой амбициозный проект. Но вторую часть считаю стагнацией, ведь несмотря на кучу мелких нововведений, совсем простых, кстати, для 2017 года, Outlast 2 умудряется быть такой же, как игры, которые породила первая часть. Уверен, для разработчиков это был значимый опыт, как и для игровой индустрии и самих игроков. Уже в этом году выйдет продолжение, если не перенесут.
а значит и я продолжу. Поэтому не прощаюсь.